Доброе время суток! Сегодня попробуем записать видео по созданию макроса для обработки антенных измерений. Для начала открываем нашу программу полигона. Она открывается с помощью иконки. Появляется первое окно SystemV. Заходим в программу процессинг. По кнопке процессинг вызывается окно, с помощью которого можно осуществлять последовательные шаги над входным объектом и получить на выходе выходной объект. Ну, например, мы можем ввести сюда какой-нибудь объект, который представлял собой измерение диаграммы направленности. И мы можем проделать какой-то процессинг, например, модуль этого. Нажимая ОК, мы получаем здесь модуль. Поскольку название по умолчанию остается прежним, его надо поменять. Окей. Процессинг прошел. Можно посмотреть результат этого процессинга. Для этого заходим в график и смотрим, что мы имели. Входной объект назывался AMP. И на какой-то частоте мы можем посмотреть, что это было такое. Диаграмма направленности на частоте 25 ГГц. Так, сеттинги у нас установлены какие-то значения. Сделаем автошкалирование и смотрим. То есть это было график зависимости диаграммы направленности от угла. Но поскольку это была запись сделана в AMP расширение в комплексном виде, то мы имеем две переменные. Реальную часть, синий вот этот re-up, и мнимую часть этого диаграммы, красный. Чтобы получить его в виде не комплексном, мы проделали операцию модуля. Можем посмотреть, как выглядит результат вот этой операции. Мод. На той же частоте 25 ГГц смотрим диаграмму, видим модуль. То есть это абсолютная спектральная плотность этой частоты от угла. Размерность метр на вольт. Если мы хотим посмотреть это в виде нормированном и в децибелах, то нам надо сделать еще две последовательных операции. Над этой переменной выходим, делаем еще один процессинг. Берем в виде переменной, полученный нами сейчас модуль. Здесь хотим сделать нормированный к нулю. То есть пишем норм, допустим. Нор. И выбираем эту нормировку. Нормировка у нас NRM называется. Пишем ОК. Теперь получили характеристику нормированную. Можем увидеть, как она выглядит. График 25 дБ. Variable NOR 25 ГГц. Она выглядит вот так. Абсолютное значение вверху единица, внизу 0. Это нормированная характеристика. Если хотим в децибелах, то мы должны еще сделать еще одну операцию. Делаем последовательно следующую операцию. Из нашего NOR делаем децибелы. То есть обозначаем, что это будет децибелы. Ищем децибелы, dBl, и проводим операцию dBl. Окей. Теперь мы можем посмотреть, как будет выглядеть эта характеристика в децибелах. Выбираем вариацию. Variable децибелы. Окей. На 25 ГГц будем иметь 0 дБ в максимуме и минус 40 дБ. Вот такая характеристика этой антенны. Как проделать все это быстрее? Это можно сделать с помощью одного макроса. Все три операции мы можем написать одним макросом. Для этого существует вот такая кнопочка меню, макроменю. Мы записываем новый макрос.
Записываем последовательно все 3 шага. То есть выбираем процесс. Что мы делали первый процесс? Модуль. Из объекта в регистре 1, выходной объект, регистр 2. Записываем. Write step. R2 равно модуль R1. Выбираем следующую операцию. Нормировка. Делалась следующая. Из R2 следующий объект меняем на R3. Write step. И третья операция, которую мы проделали, децибелы. Из R3 в R4 переводим. Write step. Записаны все 3 шага. Делаем конец макроса и его называем. Ну, давайте назовем по последовательности наших операций. Модуль M, нормировка N, децибелы D, NMD. Это название макроса и назначение ключа. Назначаем на ключ 1. Save. Теперь получили в этом M1 у нас есть модуль нормировка децибела. Окей. Теперь мы можем заменить входной объект up and 1 amp и конечный можем обозвать сразу по нашей последовательной операции модуль нормировка децибел. Окей. И что мы получили в конце? Мы получили в графике. Получим по нашему операции МНД то же самое, что мы получили с помощью последовательности 3 этих наших операций. Вот. Сейчас я вызвал 2 переменных, но они будут совпадать, потому что мы сделали абсолютно то же самое. Вот как видим. С нашим расширением DB, это последовательные 3 операции, и с расширением MND абсолютно одинаковые получились картинки. Как они в полярно будут выглядеть? Так, мы можем одну переменную вызвать, чтобы убедиться, что это не какой-то нулевой сигнал. Вот так она выглядит. Можно посмотреть ее на всех частотах, каких мы хотим. Но поскольку это от 18 до 40 антенна была, то можно смотреть все частоты. Вот так она выглядела. На высоких частотах у нас не хватало диаграммы, не хватало спектральной плотности, поэтому там смотреть труднее. Но если ограничить тут до минус 50 дБ, минимум сделать до минус 20, как мы обычно нормируем. Вот сейчас я ограничил минус 20 дБ нижний уровень, вот этот. Соответственно, она растянется вот так получше, но видно, что шумов на 40 ГГц намного больше. Все, конец фильма.